на связь, выйди на связь. Если ты меня слышишь, выйди на связь. Если ты меня слышишь, ответь, прием. Раз, выйди на связь, выйди на связь. Ты меня слышишь, выйди на связь. Ты тоже слышишь эти голоса? Сегодня поговорим о транскоммуникации. Людей, которые получают скрытую информацию, называют по-разному. Экстрасенсы, медиумы, ченнелеры, контактеры. Экстрасенс с латинского «экстра» – сверх, сенсус – чувство, ощущение. Это способность ощущать реальность в расширенном диапазоне. Яснослышание, яснознание, ясновидение, ясноосязание, интуиция, экстрасенсорный вкус, обоняние, чувство пространства и моделирование реальности. В какой-то степени мы все являемся экстрасенсами. Просто нужно понимать свою способность и тренировать ее. Экстрасенс не обязательно видит или слышит духов. Он может сканировать внутренние органы на предмет болезни или может находить дефекты в технических устройствах и механизмах. Медиумы – это посредники между мирами – материальным и духовным. Они контактируют с потусторонними силами и получают от них информацию. Все мы знаем о спиритических сеансах, когда медиумы вызывали души умерших и разговаривали с ними. Очень интересная и показательная история связана с писателем Артуром Конан Дойлем. Это автор детективов о Шерлоке Холмсе. Его жена была медиумом и проводила спиритические сеансы. А вы знаете, что Артур Конан Дойль лично был знаком с иллюзионистом Гарри Гудини. Но Гудини – это фокусник, это специалист в обмане людей. Он ходил на спиритические сеансы и разоблачал медиумов. Гудини специально для Конан Дойля сделал фейковый спиритический сеанс. Там была доска с буквами, шарик, измазанный краской, катался по доске, в записке появлялись слова. Но когда Гарри Гудини признался Конан Дойлю, что это все была постановка, что это фокус, то Конан Дойль не поверил ему. Он сказал: не-не-не, это не фокус. Ты, Гудини, медиум. То есть Конан Дойль настолько верил в медиумизм, что у него отсутствовало критическое мышление. А Гудини разоблачал спиритические сеансы и говорил, что за всю свою жизнь он так и не встретил настоящего медиума. Он договорился со своей женой о секретном коде, который он должен будет назвать, если его дух после смерти призовут. К ней приходили разные медиумы, проводили сеансы, но никто так и не сказал этот код. Эта история говорит о том, что у человека должно быть критическое мышление. Как говорится, доверяй, но проверяй. Еще одна категория медиумов – это ченнелеры, от английского channel – канал. Это способность к психографике или психофонии. Психографика – это рисунки или автоматическое письмо. Зачастую человек, впадая в транс, рисует какую-то картинку, либо пишет текст, не глядя. Остается только лишь расшифровать эту информацию. Психофония – это техника говорения, когда человек получает информацию извне, и он ее произносит своим голосом. Причем это может быть связь как с душами умерших людей, так и с иными сущностями, существами, энергиями, с людьми из прошлого либо будущего или инопланетным разумом. Еще одно современное название – это контактер. Это общее название любого специалиста, который связывается с тонким либо инопланетными мирами. Он может использовать как свои психические, медиумические способности, так и технические средства связи. И вот мы пришли к феномену электронных голосов. Еще его называют электронный голосовой феномен, ЭГФ. Это одна из самых больших загадок для радиолюбителей и не только. В чем суть? С помощью технических устройств, диктофонов, магнитофонов, радио, самодельных передатчиков, сканеров люди пытаются поймать осмысленную речь, голоса, звуки и пытаются установить с этими источниками контакт. Впервые этим явлением заинтересовался известный американский изобретатель Томас Эдисон.
Он даже сделал фонограф, специальный прибор для того, чтобы связываться с потусторонним миром. Но замечу, что это было не электронное устройство, это был чисто механический прибор. Соответственно, качество, скорость и метод чтения фонографа был очень низкий. А когда появились магнитные, а потом и цифровые носители, вот тогда дело стало обстоять куда лучше. Шведский кинопродюсер Фридрих Юргенсен записывал в своем саду голоса птичек. И потом, когда он прослушивал записи, он услышал мужской голос, который на норвежском языке рассказывал как раз таки об этих птичках. И многие другие люди замечали на своих записях различные звуки, похожие на человеческую речь. Я проводил опыты с записями потусторонних голосов на кассетный диктофон. Если кто не видел, то посмотрите вот это мое видео, где я на усовершенствованный, доработанный кассетный диктофон записываю голоса на различных локациях. Исследователи пробовали разные техники записи феномена электронных голосов. Писали тишину, писали белый шум телевизора, записывали радио, слушали записи на реверсе в обратном порядке, миксовали различные звукозаписи, делая так называемую консерву, когда вместе сводилось много-много звуковых дорожек и пытались в этом звуковом шуме найти какие-то осмысленные различимые фразы. Известный латвийский парапсихолог Константин Раудев изучал ЭГФ. В 1971 году инженеры из звукозаписывающей компании пригласили его в экранированную студию, защищенную от радио и телесигналов. Ему было запрещено прикасаться к оборудованию, перед ним был только микрофон. Запись сеанса длилась 18 минут. Никто из присутствовавших не слышал никаких потусторонних звуков. Но когда они прослушали магнитную ленту, на ней оказалось более 200 голосов. Какие есть объяснения феномена электронных голосов? Я выделяю 4 причины, 3 из них рациональные, 1 из них аномальная. Первое рациональное объяснение – психологическое. Когда у людей возникает слуховая пареидолия, то есть это мозг неправильно интерпретирует звуки. Уши слышат одно, а мозг слышит другое. Есть апофения, когда человек выдает желаемое за действительное, то есть искажает реальность. Если ему сильно хочется услышать голос умершего человека, мозг ему придумает этот голос, и он будет его слышать. Яркий пример апофении можно наблюдать из эксперимента, который в 2001 году провели в одном из американских колледжей. 44 студентам дали послушать белый шум радиоэфира и предложили нажать на кнопку, когда они услышат слова из песни «White Christmas». Никакой песни в эфире, конечно же, не было, однако треть студентов во время эксперимента нажали кнопку. Второе рациональное объяснение – это физическое. Это когда технические устройства дают сбой, возникают артефакты при записи, интерференции, помехи, аномалии. То есть никаких потусторонних голосов нет, просто происходит технический сбой. Третье рациональное объяснение – это мистификации. То есть люди сознательно создают спецэффекты, накладывают голоса и звуки. И, наконец, четвертое объяснение – аномальное. Это когда на записях реально присутствуют голоса и звуки из других миров, планет и времен. Но возможен ли феномен ЭГФ без технических устройств? Да, скажут некоторые из вас, и будут правы лишь в одном. В 99,999% случаев это будет шизофрения, которая характеризуется фундаментальными расстройствами психики и мышления. Наиболее частыми проявлениями шизофрении являются слуховые галлюцинации и параноидальный бред. Привет, психушка. Меня интересует аномальный вид электронных голосов. Он делится на 2 части. Это односторонняя и двухсторонняя коммуникация. При односторонней мы только получаем информацию, при двусторонней мы вступаем в осмысленный диалог. Есть много видео, где исследователи работают с ЭГФ. Они используют покупные приборы, самодельные устройства, а также обычные пленочные и цифровые диктофоны. Сеансы ЭГФ проводятся в разных местах. У себя дома, в заброшенных зданиях, в подвалах и чердаках, и даже на кладбищах. На связь выходят обычные люди, знаменитости и неизвестные сущности.
Напишите в комментариях, верите ли вы в этот феномен, были ли участником сеанса и какую информацию вы получили или хотели бы получить. У меня нет аппаратуры для ЭГФ, потому что найти ее достаточно сложно, она очень дорогостоящая, поэтому я делал ее сам. Но это не стандартный прибор для ЭГФ. Сначала расскажу об источнике голоса. Найти мне его помог Паша. Все произошло случайно. Паша пропал примерно на неделю, потом мне пришло от него сообщение с координатами. Я посмотрел по картам, это была деревня в тайге, я поехал туда. Оказалось, что эта деревня заброшенная, и там осталось примерно 5 уцелевших домов, покосившиеся заборы, провалившаяся крыша. И вот в одном из этих домов я нашел Пашу. Выглядел он очень ужасно. Как будто его привязали веревкой к автомобилю и таскали по дороге и по камням. То есть одежда изорванная, лицо, руки в синяках, щеки впалые, он и так-то не широкой комплекции, но выглядел так, как будто скелет, обтянутый кожей. Он лежал в доме на полу и двумя руками обнимал какую-то картину. Уже потом, когда я притащил его в машину, оказалось, что это не картина, а зеркало. Я привез Пашу домой, он 2 недели восстанавливался, лечился, ничего не рассказывал, что с ним произошло, но он отдал мне зеркало и сказал, что с ним можно разговаривать. Я зеркало взял, протестировал, и оказалось, что оно вибрирует. Провожу съемку эксперимента. Я заметил, что в зеркале присутствует микровибрация, и мне нужно ее замерить. Значит, замер буду проводить с помощью обычного телефона. Суть в следующем: в каждом современном телефоне есть датчик, акселерометр, который отвечает за ускорение и положение телефона в пространстве. Можно на телефон установить программу, и она будет замерять с помощью этого датчика вибрацию. Программы все в интернете есть, можете себе установить, замерить вибрацию. Может, у вас дома либо на работе есть какая-то вредная вибрация. Вы можете это увидеть. Итак, в чем суть? Вот эта программа. Сейчас мы ее включаем. И если я начну трясти телефон, то мы заметим, что она начинает замерять вот эту вибрацию. Итак, делаем тестовый замер на столе. Наблюдаем. Вот мы видим, на столе вибрация в пределах нормы, практически около нуля. То есть сейсмографическая обстановка нормальная, спокойная. Значит, сейчас мы берем телефон и кладем его на зеркало. Начинаем наблюдать. Вот появляются пики. Такие периодически. Такое чувство, что кто-то говорит. Если я задам вопрос: ты слышишь меня? Ответь. Как будто он пытается ответить. Так, делаем тест. Теперь мы берем вот так, повторно кладем его на стол и делаем замер. Вот мы видим, на столе линия нулевая. То есть на столе вибрации нет, а на зеркале микровибрация присутствует. Эксперимент завершен. С помощью замеров мы выявили, что в зеркале присутствует микровибрация. И мне нужно ее трансформировать в звуковую волну. Я понял, что здесь нужно применить метод ЭГФ. Я пробовал записывать на свой кассетный диктофон, но он записал лишь пару слов. Но я понял, что я двигаюсь в правильном направлении. И мне нужно использовать запись на магнитную ленту. Поэтому я решил, что нужно сделать более мощный прибор на базе советского катушечного магнитофона. У меня есть знакомые технари, звукачи, и вместе мы занимались модернизацией магнитофона. Мы сделали звукосниматель, чтобы преобразовать вибрацию в звуковую волну, доработали звуковые головки магнитофона и переделали электросхему. Сейчас он действует так. Датчики снимают колебания зеркала, плюс стоит дополнительный сверхчувствительный микрофон. Идет запись на ленту, и тут же идет воспроизведение записанного звука. Между записью и воспроизведением идет задержка в несколько миллисекунд. То есть получается, зеркало говорит, магнитофон записывает голос и тут же его воспроизводит, чтобы я мог слышать. Я в этот момент отвечаю зеркалу, оно слышит меня, отвечает мне, и вот в таком цикле мы можем с ним общаться.
То есть получается реальный осмысленный диалог с неким источником голоса, который находится в зеркале. Я начал тестирование прибора. Поначалу это были какие-то отдельные фразы, но затем впоследствии голос стал со мной разговаривать. Скажите, а кто вы и где вы находитесь? Мы находимся дальше, чем вы можете представить. Вы не можете нас видеть, но мы можем обмениваться с вами информацией при помощи вибраций. Скажите, а вы добрые силы или вы злые силы? Для тех, кто обладает силой, нет добра и нет зла. Это одно и то же понятие. Для вас его разделили. Раз, прием, выйдите на связь, выйдите на связь. Говорите, мы вас слушаем. Вы говорите, мы слушаем, то есть вас несколько? Несколько может быть только физических оболочек, а то, что находится внутри, то может быть множественное в едином. Скажите, а как вы оказались в зеркале, почему вы через него говорите и можете ли вы в зеркале показать свой образ? Это не простое зеркало. Это предмет, артефакт, который получил возможность ретранслировать нашу чистоту. И мы можем установить с вами контакт. Мы не можем показать вам в зеркале себя. Зеркало на это не способно. Скажите, а достаточно ли много у нас на Земле, в нашем мире, вот таких артефактов, зеркал, через которые мы можем общаться с вами, либо с кем-то еще? Их очень мало. Они открываются не каждому. Иногда люди могут прожить всю жизнь и не знать, что рядом с ними артефакт, способный говорить. Скажите, есть у людей предназначение, ну или смысл жизни? Кого-то конкретно или у всего человечества. Ну, вообще у людей есть предназначение? У каждого или, может быть, у некоторых, там, вот только у великих оно есть, у политиков, ученых, гениев каких-нибудь. Если кто-то может придумать вам предназначение, значит он может вас контролировать. То есть, значит, у человека есть предназначение, и кто-то за этим стоит? Предлагаю два варианта. Либо предназначения нет, и каждый из вас сам придумывает его себе. Либо предназначение есть, и вы его выполняете. В каком варианте находиться, решать вам. Но еще мы можем предложить вам третий вариант, который объединяет первые два. То есть у людей есть глобальное предназначение, и плюс у каждого есть свое отдельное, или, может быть, он сам может придумывать себе смысл жизни, каждый человек отдельно. Смысл жизни и предназначение – это разные понятия. Так, значит, если предназначение, смысл жизни – это разное понятие, то что такое смысл жизни? У всех людей он один.
Вот такой вопрос. Многие люди там говорят, энергия денег, энергия любви. Вот что это за энергия и как сделать так, чтобы этой энергии, например, денежной энергии стало больше? Энергии нет, не совсем правильно. Вибрации, движение, длина волны, свет, вибрация, звук, вибрация, биение сердца, вибрация, денежная энергия. Нет такой. Если бы была энергия денег, была бы энергия табуретки, энергия ботинок, энергия домов, энергия комаров и мух. То есть получается какой-то одной отдельной энергии, допустим, денежной нет. Ну а вот почему многие говорят, что есть денежная энергия, ее нужно накопить, ее нужно открыть, найти. Это манипуляция. Запомните, вами манипулируют всегда и везде. Ваша задача не дать себя обмануть. Научиться видеть скрытое. Научиться видеть знаки и подсказки. Так, скажите, а вот как устроен наш мир, человеческий мир? Существует ли потусторонний мир? Есть ли другие миры измерения? То есть как все устроено? Живут ли где-то на других планетах инопланетяне? Как вообще вот наша планета Земля с точки зрения макрокосма устроена? Мы живем на ней, кто мы, для чего мы созданы, кто нами управляет? Мы можем вам объяснить только с помощью метафоры. Например, представьте, что люди — это животные. Они живут в загоне, и они думают, что они свободны. Когда не знаешь другой жизни, то думаешь, что все нормально. Отсюда можно сделать вывод. Скажите, вот есть такой вопрос. И достаточно много людей обладают какими-то сверхспособностями. Это экстрасенсы, телепаты, различные люди, у которых есть какие-то открытые способности, которых нет у других людей. И зачастую этих людей называют даже шизофрениками, может быть даже психушки их садят. Вот насколько много таких людей, у которых есть такие способности? Многие люди, у кого есть такие способности, они находятся в психушках, лечатся. Они не такие, как все. То есть получается, что люди, допустим, есть люди шизофреники, это не они больные, это наоборот, они сверхчувственны, то есть у них есть сверх какие-то способности, вот именно у шизиков. Не у всех. Часть физиков видит скрытое, но очень маленькая часть. У большинства сбой не в матрице, в окружающем мире, а в их компьютере, в мозгах, который где-то подцепил трояны и вирусы и некорректно работает. И если провести аналогию с компьютерами и интернетом, то можно сказать так. Некоторые компьютеры, единицы, помимо обычного интернета, начинают проникать в Darknet и видеть скрытое, а большинство компьютеров
Ага, то есть получается, что шизики, часть из них это реально люди сдвинутые с какими-то со сбоями в мозгах, а часть из них, они как раз таки могут что-то видеть. Вот. Ну а как это все устроено? Как нам вычислить вот этих людей, которые реально что-то видят? Давайте в формате метафоры вспомните историю. Раньше были люди, будем называть их компьютеры, и они были рабочие. Но среди них начали появляться те, которые неожиданно апгрейдились и стали проникать в Даркнет. Но есть те, кто управляет компьютерной фермой. Управление может быть двух типов: внутреннее и внешнее. Это две разные силы, которые следят за процессами. Задачи у них разные. Первая сила внешняя. Она смотрит за компьютерами, меняет мониторы, провода. Некоторые компьютеры отключают, какие-то ставят новые детали. Есть внутренняя сила. Она может вмешиваться только информационно. Она действует через Darknet. Она может менять программы, запускать вирусы и трояны, создавать локальные сети между некоторыми компьютерами. То есть это получается эгрегоры, некая как энергия, которая объединяет разные группы людей. Аналог эгрегора. А вирусы вот эти и трояны, как вы говорите, это могут быть какие-то сущности, демоны, бесы, джинны, которые проникают в мозг человека и нарушают его работу. Да, можно сказать и так. Внутренняя сила может некоторые компьютеры изолировать, из одних делать сервера, из других калькуляторы. Оглянитесь, подумайте, вы встречали таких людей. Так, из одних делает сервера, то есть продвинутых людей, а из других делает калькуляторы, то есть простых. Так, это получается, вы говорите, есть гении, а есть люди-инвалиды, умственно отсталые, правильно? А также таланты и посредственности. А теперь представьте, что наступила такая ситуация. Некоторые компьютеры неожиданно очень сильно апгрейдились и стали проникать в Darknet, видеть скрытое. То есть вы имеете в виду экстрасенсы, у которых открылись способности, некий дар. Да, называйте их так. А внутренней силе не нужно, чтобы эти компьютеры начали усовершенствоваться и стали апгрейдами и стали туда проникать. То есть, если это не нужно, что эта сила делает? Отключает эти апгрейды? Нет, запускает вирусы, чтобы они поразили часть компьютеров, и среди них затеряются апгрейды, и будет сложно найти и перенять их опыт. То есть получается, раз мы говорили про шизофреников, то среди них как раз таки спрятаны люди, обладающие сверхспособностями. Просто вот эта внутренняя сила, о которой вы говорите, она как раз таки создает шизофреников, чтобы среди них спрятать продвинутых людей, экстрасенсов. Да, верно. Но получается, эти экстрасенсы находятся в психбольницах. Не совсем. Помните, что большинство шизофреников находятся не в психушках, а среди
Так, то есть все-таки получается, что люди для этой внутренней силы источник какого-то ресурса. Вы говорите, что они майнят какую-то криптовалюту. А что это может быть? Что за криптовалюта? Ресурсы физические, добывают что-то на Земле или может быть психическая энергия какая-то? Да, вы правильно говорите насчет психической энергии, но все не так просто и однозначно, все гораздо сложнее. Но это другой разговор. Скажите, а вот такой вопрос. То есть некая внутренняя сила, которая приходит из Даркнета. То есть, если в переводе вот на наш язык, да, то есть некоторая сила, сущности какие-то, да, которые приходят с потустороннего мира. Они создают в людях ошибки, сбои, и люди становятся сумасшедшими. Но в то же время мы им нужны, они нас не убивают. Это внутреннее управление, как вы говорили, то есть из какого-то потустороннего параллельного мира. А вот внешнее управление, вот та сила, которая как раз таки ходит, меняет провода, меняет программное обеспечение, может выключать компьютеры, то есть, как я понял, может убивать людей, а может и как бы наоборот рождать их, собирать. Вот это что это за сила? Вы можете называть их богами. То есть получается есть боги, то есть некие сверхсущества, которые следят за жизнью людей на земле, но есть также и некоторая другая сила, которая приходит откуда-то из другого мира, получается. А почему вот эти боги, которые следят за нами, внешняя сила, да, она не отключит внутреннюю силу? Почему она это не сделает? Потому что они не могут отключить часть себя. То есть, тут очень сложно, то есть они не могут отключить часть себя, это внутренняя энергия, то есть внешняя сила и внутренняя сила, это все-таки как-то связано между собой. Сложная схема, достаточно сложная. Что вы еще можете рассказать, чтобы стало яснее? Если вы возьмете Так, у меня такой вопрос. У меня есть знакомая, ее зовут Катерина, и она спрашивает, вот как ей быть в ситуации с ее работой. У нее есть 3 варианта, вот 2 из них устроиться на работу, а 3 работать на себя. Вот этого как раз таки хочет, но боится. Вот что вы можете ей посоветовать? Не думает ли она, что мы будем менять ее судьбу? Она сама должна принять решение. Это ее ноги должны идти по дороге. Мы можем лишь посветить фонарем ей под ноги, а какую сторону идти, решит она сама. Но если можете, посвятите, пожалуйста, дайте хоть какую-то информацию. Сейчас она в периоде роста, и ее сознание может проникать глубоко в суть вещей. Ей нужно быть осторожной, нужно избегать негатива, злых людей, энергетических вампиров. Темнота вокруг нее должна быть очищена. Тогда она сможет принять выгодные решения. Ей нужно быть очень внимательной во время встреч с другими людьми, особенно с незнакомыми, потому что она получит знак или послание, и если она будет готова его понять, то это укажет ей путь, который изменит всю ее жизнь. Вот такой источник информации был обнаружен в зеркале,
и я предлагаю вам потестировать его вместе со мной. Прямо под этим видео в комментариях задавайте свои вопросы. Так и напишите «Вопрос зеркалу». Я их все соберу, задам зеркалу, получу ответы и запишу отдельное видео, следующее видео, в котором будут ответы на ваши вопросы. Давайте вместе его потестируем. Но имейте в виду, что зеркало не всегда говорит прямо. Иногда оно говорит иносказательно, иногда дает какую-то скрытую, какую-то зашифрованную информацию. Поэтому жду ваши вопросы и надеюсь, мы вместе с вами попробуем разгадать или приблизиться к разгадке вот этого зеркала. Что же там такое, кто там такой, говорит ли он достоверную информацию. Вместе с вами мы это протестируем. Желаю всем удачи, до встречи!